Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Слабое место Тэхёна, и Чонгук об этом знает. Вы просто посмотрите на эту реакцию. Девятое место. Любимое качество Стапки, но и так все понятно. Тэхён сексуален, когда говорит «да пошло оно все» и выкладывает фотографии Чонгука. Восьмое место. Совпадение или нет? Когда на автомате ответил, а потом понял, что сказал. Намджун сказал, кто живет в комнате с Тэхён. Чонгук мгновенно ответил, я, ой, нет, не я. Тэхён чисто, в этом фильме я режиссер. Это так мило, даже во время съемок находить возможность, чтобы запечатлеть красоту для любимого. Теория для размышлений: в одном из тизеров шоу с острова Чеджу заметили 3 кровати. Учитывая, что Тэхён постил фото с острова, то есть селфи с Чонгуком и Чимином, вполне возможно, что 3-я кровать предназначена для Тэхёна. Закат, который выложил Тэхён на праздник Чусок в Виверс, мы заметили в сегодняшнем тизере. Есть вероятность того, эту фотографию на самом деле сделал Чонгук. Получается, Чонгук хотел показать Тэхёну красивый закат, а тот выложил его. Есть то, что навсегда останется неизменным. Тэйкук – любители закатов и рассветов. Седьмое место. Ну, хочется же прикасаться. Шестое место. Поведение пары. Любовь – это касаться его так, как тебе хочется.
У них любовь. Чангук буквально. Тебе повезло, что я люблю тебя. Пятое место. Ну, главное, что им удобно. Четвертое место. Забота. Антистресс для Тэхёна. Третье место. Новости. Видео, в котором Тэхён лидирует в списке топ-50 самых красивых мужчин в мире, собрало 2 миллиона просмотров и кучу комментариев о том, что теперь люди гуглят нашего красавчика. Ставьте лайки и комментарии таким видео и выставляйте свои ролики под песню Тэхёна с его достижениями. Мне плохо хорошо от этого видео. Ким Тэхён, король харизмы. Дышите, если согласны. «2018 год. Этот день». Чангук выложил в Твиттер фото Тэхёна, подписав GCP, часть аббревиатуры, в которую входит и Golden Closet Films. Чангук использует такую подпись, когда является режиссером, монтажером или оператором фото и фильмов. У него для этого есть своя Golden Closet Studio. В общем, суть поста в том, что Чангук сфоткал своего парня, выложил эти кадры в мир и похвастался всем, какой он счастливый и влюбленный человек. Сумка Тэй Бостон Мьют, которую ласково называют Виоркин, на сегодняшний день является практически легендой. Тэхён и его сумка Мьют Бостон Бэг вошли в историю, став 1 января 2022 самой быстрой в мире сумкой, которая была распродана. Товар, розничная цена которого составляет $168 США, исчез из продажи всего за 1 секунду. Человек, недавно получивший эту сумку в подарок, поделилась впечатлением: когда распаковываешь коробку, кажется, что на мгновение попадаешь в мир Тэхёна. И как только ты наконец берешь ее в руки, ты понимаешь, что твой стиль игры поднялся на несколько ступеней. Это не просто сумка, это как версия сумки Тэчик, сдержанная, стильная и стоящая того, чтобы они говорили. Если бы у сумок могли быть фан-клубы, это была бы президентом. Такие уютные, домашние, родные. Наш байкер Чангук. Залип на это видео.
Джин в Инстаграм. Персик. Тэхён как-то выложил в Инстаграм, как танцует в джаз-клубе Лас-Вегаса с подписью «Потанцуем». Ну что, присоединяемся и позависаем заодно. Новые фото с нашим Хасоком. Его эфиры — отдельная любовь. Джин покоряет португальские чарты, демонстрируя мощь сольного творчества. Первый сольный сингл Джина «The Astronaut» недавно занял первое место в топ-100 Portugal Deezer Chart, глобальной платформе стриминга музыки. Другие сольные треки Джина также показали отличные результаты. Ибиз занял 3-е место, Супер Туна 4-е, Tonight 5-е, а Yours 7-е. Таким образом, Джин стал единственным сольным исполнителем, у которого 5 песен вошли в топ-10, что подтверждает его заметное присутствие в чартах. Помимо успехов в Португалии, Джин также продемонстрировал свою музыкальную мощь в Deezer Top Songs Jamaica Chart в июне, всего за 4 дня до его демобилизации из армии. The Astronaut занял 1-е место, за ним следовали Супер Туна на 3-м месте, Tonight на 4-м, Epiphany на 5-м, Yours на 6-м и Ибис на 7-м, то есть 6 сольных треков вошли в топ-10. The Astronaut ранее занимал 1-е место в топ-100 Philippines Deezer Chart и топ-100 Jamaica Deezer Chart в июне прошлого года, а в декабре снова достиг вершины топ-100 Philippines Deezer Chart. Кроме того, он был выбран как лучший трек в плейлисте Best of K-pop 2022, созданном редактором K-pop на Deezer, что подтверждает его непревзойденную популярность. The Astronaut — песня, которую Джин написал, сочинил и исполнил в сотрудничестве с всемирно известной группой Coldplay. Продолжает получать огромную любовь и устанавливать впечатляющие рекорды в различных музыкальных чартах почти 2 года после своего выхода. Самый комфортный малыш. Слухи о воссоединении BTS накаляются перед увольнением Хасока из армии 17 октября. Недавно появились новые фото южнокорейского рэпера и автора песен в качестве инструктора по строевой подготовке в учебном центре новобранцев Бикха 36-й пехотной дивизии.
Поклонники ожидают воссоединения BTS в день выписки Хосока, потому что все 7 участников ранее воссоединились в день освобождения Джина 12 июня. Намджун даже исполнил Dynamite на саксофоне для Джина, что добавило особенной атмосферы. Love Me Again превысила 730 миллионов прослушиваний на Spotify. Как же хочется букнуть этот очаровательный кроличий нос. Лэйова занимает 42-е место в ежедневном чарте физических альбомов Хэнтиоу. Чангук и Тэхён 7 лет назад. А вы скучаете по аэропортным парням? Несмотря на весь трындец, что всегда там творится. Песня Тэхёна «Slow Dancing» набрала 400 миллионов прослушиваний на Spotify. Песня «Slow Dancing» стала третьей песней в сольной карьере Тэхёна, которая достигла таких результатов. К «Slow Dancing» присоединились Love Me Again из того же альбома Лэйова и Christmas Tree из дорамы «Наше любимое лето», как сольные песни Тэхёна, достигшие 400 миллионов потоков на Spotify. Песня «Slow Dancing» дебютировала на 51-м месте в Billboard Hot 100, на 2-м месте в рейтинге цифровых продаж песен, на 3-м месте в глобальном, за исключением США, и на 4-м месте в чарте Global 200. Песня также дебютировала на 1-м месте в чартах UK Official Single Downloads и Single Sales и побила рекорд по самому долгому пребыванию в чартах среди сольных песен в жанре K-pop 11 недель. Его альбом Лэйова, в который вошла песня Slow Dancing, также дебютировал на 1-м месте в чарте UK Official Album Downloads. Тэхён стал первым сольным исполнителем в стиле K-pop, который одновременно возглавил чарты UK Official Single и Album Downloads. Интересно, а чему еще учит Тэхён Чангука? Это то, что мы называем рекордсменом. Фанаты празднуют, когда Чангук становится первым солистом K-pop, чей альбом превзошел 4 миллиарда потоков Spotify. 5 августа 2024 года Чангук стал первым солистом K-pop, чьи сольные альбомы Golden превысили 4 миллиарда прослушиваний на Spotify.
3 ноября 2023 года сенсация BTS выпустила свой альбом с 11 треками, включая заглавный «Standing Next to You». В написании композиций и продюсировании треков альбома приняли участие несколько западных музыкантов, таких как Эд Ширан, Шон Мендес и диджей Snake. Помимо 11 треков Golden, стриминг альбома также включает 10 версий Seven, 8 отдельных исполнений Standing Next to You и 7 версий 3D. Таким образом, общее количество песен достигло 36, включая оригинальные треки. С 36 треками Golden преодолел порог в 4 миллиарда прослушиваний, став первым альбомом солиста K-pop, достигшим такого результата. Поклонники впали в онлайн-эйфорию и приветствовали последнюю победу кумира из BTS. Один фанат выразил свое счастье, похвалив артиста, и написал на Twitter: «И это то, что мы называем рекордсменом». Чангук не только творит историю, он устанавливает новые рекорды, и это действительно так круто. ARMY похвалили южнокорейского музыканта за его непревзойденное влияние на музыкальную индустрию. Они подчеркнули, что альбом Чангука достиг этого показателя в течение 9 месяцев после его выпуска. Первый азиатский солист и самый быстрый человек, добившийся этого в истории. Чангук последним выпустил свой альбом и добился этого всего за 9 месяцев. Его влияние находится на другом уровне. Самый большой альбом Asian Act вышел менее чем за год. Никакой делюкс-версии, никакого мирового турне. Просто бросил и пошел служить своей стране. Самый большой азиатский артист не просто так. Кто-то однажды сказал: BTS всегда будут против всего мира, и насколько они были правы. Другие называли Чангука главным поп-мальчиком и хвалили его альбом. Самый совершенный поп-альбом от главного поп-мальчика. С нетерпением жду второго альбома. Лучший дебютный альбом всех времен. Он действительно главный поп-мальчик. My eyes are always on you, I love you. У Чангука 17 песен, набравших более 100 миллионов на Spotify, что является первым случаем для солиста K-pop. Чангук продолжает бить рекорды на крупнейшей в мире музыкальной платформе Spotify. Песня «Closer to You» из его первого сольного альбома Golden, выпущенного в ноябре прошлого года, недавно преодолела отметку в 100 миллионов потоков на Spotify. Согласно официальному аккаунту World Music Awards в МАТ Billboard of Europe, «Closer to You» стала 7-й песней с альбома Golden, которая достигла 100 миллионов потоков, а также 7-й по количеству прослушиваний в личном профиле Чангука в Spotify, наряду с его сольными синглами Seven и 3D. А также Standing Next to You, Yes or No, Please Don't Change, Hate You и совместными песнями Left and Right и Too Much, Ост у Stay Alive к веб-мультфильму, официальному саундтреку к чемпионату мира по футболу FIFA 2022 в Катаре Dreamers, а также песнями Still With You, My You и Never Let Go. Таким образом, песня стала 14-й, набравшей 100 миллионов потоков. Чангук стал первым сольным исполнителем в жанре K-pop, у которого 14 песен имеют 100 миллионов потоков на Spotify. Если добавить к этому его сольные треки «Euphoria», «My Time» и «Begin» с альбомов BTS, то у него теперь 17 песен с более чем 100 миллионами потоков за всю его карьеру. Такие они бойфренды. История ARMY о том, как она стала фанатом BTS.
Я стала фанатом BTS, услышав партию Тэхёна в Spring Day. Я знала Намджуна по шоу «Проблемные мужчины», но была настолько равнодушна к ним, что даже если получала постер BTS, то отдавала его другим. Примерно месяц назад я случайно послушала Spring Day, не весь трек, а его часть, и услышала этот голос. Низкий голос, который на мгновение становится далеким. Что-то полное грусти. Я поискала песню с несколькими словами, и оказалось, что это песня Spring Day. Низкий голос Тэхёна почти лишил меня чувств. Боже мой, как этот парень может существовать? У него такой приятный голос, такое божественное лицо, такой ясный взгляд, такая чистая улыбка. Юные воспитанники школы Тхэквондо сегодня в показательных выступлениях использовали песню BTS Not Today. Арми увидела в Инстаграм фото, на котором игроки Тоттенхэм посещают ресторан Мапа Саг в Макью-Гангнам. Автограф Чангука на самом видном месте. Второе место. Это так интимно. Вообще не очевидно, все бро так реагируют на прикосновение. Абсолютно ничего не поменялось спустя столько лет. Первое место. Его наихитрейшая улыбка после того, как посмотрел на Чангука. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.